Привет всем от Евгения Камазиста. Вот и наступил следующий день. Сегодня мы будем снимать гильзу. Надо посмотреть там внутри посадочное место. Если ее шатуном расхерачило, то смысла, ну все, то есть блок нахрен. И все остальное тоже нахрен. Да. Поговорил с мотористами, почему вторую поршень-то оторвало. Говорят, такая поршневая, сыромятина. Скорее всего, поставили самую дешевую поршневую систему. А нынче она стоит 2850 рублей. Поршневая, вместе с гильзой, с колечками поршня. Так что не покупайте дешевизну. Вот потом она вам также боком может и вылезти. Сейчас мы эту гильзу вытаскиваем, смотрим там внутри все, если все чики-пуки, снимаем все головки, снимаем все поршня, ищем деньги на поршневую. Ну смотрим коленвал, надо коленвал посмотреть. Коленвал бы главное, чтобы нормально был. Не хочу я двигатель снимать. Шатуны я по-любому все повезу реставрировать, промерять, потому что скорее всего, поршневую когда меняли, в шатунах бронзовую втулку никто не поменял. И скорее всего палец маленько гулял. Из-за этого поршневую там внутри разбил и начал все это нахрен отрывать. По ходу пьесы буду все показывать. Продолжение следует. Ну вот, гильзу вытащили. Вот, на просвет, видать, и... Ну это шатуном ее херачило. Пальцем точнее. Гильза вся ржавая, ужасно. Не знаю, что с ней такое случилось. Либо они просто поршневую меняли, либо вообще здесь никто никогда ничего не менял. Хотя внутри вот так вот пальцем, как бы показать, стоять, не бегать. Хотя вот здесь так пальцем, ну небольшая ступенька, небольшая, есть чуть-чуть прям. Ой, да. Ну что, будем дальше разбирать. Возможно, еще здесь поршня где-то оторвано, потому что я вспомнил, что в поддоне в первой половине, где-то в этой стороне, тоже было пару кусков от юбки оторванных. Скорее всего. Ну ладно, будем разбираться. Еще забыл показать вот силиконовые колечки. Ну, видать, что они в принципе более-менее нормальном состоянии. И в плане тому, что движок не перегревали. Да, а то они были сплавлены. То есть это не поршень, не перегрев двигателя было, что поршня поотрывало, чтобы вы так думали. Сейчас скроем эту партию головок, посмотрим, что с поршнями, видео засниму. Ну вот мы сняли головки. Не знаю, видно или не видно. Видите, какое седло клапана? Да? Так, ну вот это вроде еще прижималось более-менее. Это уже нифига не прижималось. Смотрите, какой нагар. Это говорит о том, что если вы снимаете головку, ну один раз сняли, да, поставить еще можно. Но на второй раз уже обязательно вот это кольцо меняется. Его вообще, головку снимаешь, все, меняешь эту прокладку, полностью выкидываешь ее. И седло клапана тоже выкидываешь. Потому что на ней есть такое напыление небольшое, мягкое. И она тогда потом плотничком ложится.
Ну да, она как бы не напыление, как бы. Даже не знаю, как вам сказать. Правильно объяснить. Ну вот что, видите, вон нагару сколько сифонило в сторону. Из-за этой компрессии, естественно, меньше. Ну и нагару что-то многовато, конечно. Хотя вроде масло не расходовал шибко. Так, ну что, будем откручивать поршня, вытаскивать, смотреть, что там с поршнями. Ну вот поршня повытаскивали. Вот, не знаю, вам-то не видно будет, но может быть слышно будет, как они внутри болтаются. Я с одного колечки вытащил. Вот, ё-моё, камера какая. Вон даже видать зазор какой. Вот. А вот второй цилиндр, гильза. Видать вот задиры. Вот. Тоже. В конце что-то застрял. Ну вот они поршня. Первый, второй, третий, четвертый. Вот это я показывал гильзу только что. Видите, как ее затянуло, перегрело. Даже здесь вон покоцало все. Здесь тоже какие-то царапины. Скорее всего, окалины отлетали и перецарапало. Ну, это вроде выглядит тоже ничего. Но, кстати, колечки я замерял. Компрессионные, маслосъемные в цилиндрах. Получается где-то по 0,6, по 0,7 миллиметров зазора. Ну, естественно, поршня болтается прям сильно. Хотя, не знаю, здесь вот видать, что риски еще как бы остались. То есть износ вроде как бы не шибко большой. Ну, видать, эксплуатация такая. Может, масло не меняли, еще что-нибудь. Так, в дальнейшем разбираем эту сторону. Сейчас еще с той стороны две гильзы вытащу. Потом эту сторону разбирать. По идее, у нас вот здесь еще оторванный поршень. Вот. Вот, ребят, еще один сюрприз. Вот смотрите, как разъело. Непонятно вообще как, что. Стоять. Вот, раковина, видите, да? И здесь и тоже. Вон внизу в самом. То же самое. Кольцо первое отсюда разъело. Ну, где оно должно стоять. Нижнее вроде еще держит. Просто, видать, чудом вода не пошла в поддон. Ё-моё, я даже не знаю, что теперь делать. То ли другой двигатель искать, то ли с говна конфетку ляпать. Ёлки-палки. Ужас. Ну так вот, ребята, открутил я головки. Все сразу. Здесь я буду по-другому делать маленько. Так, открутил здесь воздушный коллектор. И все. Сейчас будет целиком голову снимать. Но так как у меня здесь шпилька стоит, я эту головку, там водяную рубашку и впускной коллектор воздушный отцепил. Сейчас эти три головки вытащу, потом эту вытащу. Так, ну вот мы сняли. Что мы здесь видим? Очень много нагару. Клапан загнуло. Видать, что он вон оттопыренный.
Видите, да? Естественно, поршень оторванный, развернутый. Но дальше надо все вытаскивать, смотреть. Что с этой стороны еще? Ну что, головку опять что, выбрасывать? Ну не выбрасывать, можно и отремонтировать. То есть это на клапана покупать, седло клапана менять 100%. У меня там еще одна есть бушка, головка. Если что поставим. Если будет вообще смысл собирать этот двигатель, там с той стороны косяк, с этой стороны еще не знаю что. Ну вот мы и разобрали вторую сторону. Вот он тоже цилиндр. Вот цилиндр. Гильза. Ну это тоже его пальцем пошкрябало. Самое интересное, не пойму, почему они такие ржавые. Вот что первым, что с этой стороны, что с той стороны, прям вот ржавчина ужасная. Не знаю почему. Один был задиром. Так, коленвал, ну отсюда видать, блестит, как новенький. Ни задиров, ничего, слава богу. Косяк по блоку еще. Вот здесь, а вот сверху отлива тоже нет. Ну а вторая резинка вроде нормальная. Потом косяк. Вот полоса глубокая. Масляный канал. Так. Вот косяк, водяной канал. Тоже глубокая вмятина. Ну а так в принципе. Поршня. С той стороны первый. Потом второй идет с задирами. Третий вроде нормальный. Четвертый нормальный. С этой стороны первый оторванный. Все точно так же. Потом нормально. Вроде бы нормально. Вот так вот. Ну и все, теперь что? Теперь что? Деньги нужны на поршневую.